Вооруженные силы Украины не сдают Авдеевку. Европа готова создать вспомогательное НАТО, а в Германии будут бороться с правыми. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. НАТО идет на рекорды по расходам на оборону как минимум. В 2024 году союзники НАТО в Европе вложат в оборону в общей сложности 380 миллиардов долларов США. В Госдепе пытаются понять, чье оружие может убивать гражданских в секторе Газа. Мы стремимся тщательно оценивать сообщения о причинении вреда гражданскому населению получателями предоставленных США средств обороны по всему миру. А в Иране взрываются сразу 2 газопровода за день. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на наши каналы. Это очень важно и совсем не стоит. ВСУ готовят запасные логистические пути в Авдеевке, говорит спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия. В целом, силам обороны Украины там противостоит около 50 тысяч российских военных. По состоянию на данный момент ситуация на линии боевого столкновения динамична и может меняться буквально каждый час. На тот случай, если основную логистическую артерию перережет противник, наше командование предусмотрело запасные пути снабжения. Военные подтверждают то, что оккупанты начали обстреливать населенные пункты к западу от Авдеевки, и это показывает, во что может превратиться каждый из этих населенных пунктов после того, как линия фронта сдвинется. 18 стран НАТО в этом году достигнут цели в 2% расходов на оборону от своего ВВП. Кроме того, общие военные расходы будут еще одним рекордом в текущем 2024 году. К примеру, Берлин впервые после окончания Холодной войны достигнет целевого показателя в 2%. В 2024 году союзники НАТО в Европе вложат в оборону в общей сложности 380 миллиардов долларов США. Впервые это составит 2% от их совокупного ВВП. Так что мы добиваемся реального прогресса. В прошлом году мы наблюдали беспрецедентный рост расходов на оборону на 11% среди европейских союзников и Канады. В 2023-м 11 стран НАТО достигли показателя в 2%. Это Польша, США, Греция, Эстония, Литва, Финляндия, Румыния и Венгрия, Латвия, Великобритания и Словакия. Новые цифры появились всего через несколько дней после того, как 45-й президент США Дональд Трамп шокировал европейцев, заявив, что Соединенные Штаты могут не защищать союзников по НАТО, которые не скидывались, то есть не тратят достаточно средств на оборону от потенциального российского вторжения. Кроме того, министр иностранных дел Франции призывает создать еще одну структуру безопасности в дополнение к НАТО. Не впервые эта идея звучит, но впервые она воспринимается как дополнение к НАТО, а не противовес. Это заявление, оно не только на фоне заявлений Трампа, да, очень скандальных и достаточно серьезных, о которых говорят и в Америке, и в Европе, и фактически они облетели весь мир. Дело все в том, что Европа после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля прекрасно увидела прямые угрозы и вызовы, которые накатом сегодня идут на европейский континент, на европейские страны. В первую очередь это на страны Восточного альянса, восточного фланга Североатлантического альянса Европейского Союза, и которые могут иметь очень катастрофические последствия. О чем говорил Стефан Сежурне. То есть он имел в виду, и об этом говорят многие политики европейские, о создании, формировании новой дополнительной системы европейской безопасности, которая бы могла кардинально быстро отвечать на все вызовы и угрозы, которые сегодня сформировались вокруг Европы. В самих Соединенных Штатах пытаются оценить сообщение о том, причинил ли Израиль вред гражданскому населению в ходе войны в Газе. Говорит об этом официальный представитель Государственного департамента. Особенно важно это в то время, когда США обвиняют в предоставлении Израилю оружия, которым якобы и убивают мирных жителей Газы. Мы стремимся тщательно оценивать сообщения о причинении вреда гражданскому населению получателями предоставленных США средств обороны по всему миру, в том числе в рамках руководства по реагированию на инциденты, связанные с причинением
причинением вреда гражданскому населению. Мы не можем комментировать специфику текущих отчетов, но, как мы уже говорили, мы рассматриваем инциденты в текущем конфликте в соответствии с процессом, который не предназначен для функционирования в качестве механизма быстрого реагирования. Скорее, он призван систематически оценивать инциденты, причиняющие вред гражданскому населению, и разрабатывать соответствующие политические меры реагирования, чтобы снизить риск возникновения таких инцидентов в будущем и побудить партнеров проводить военные операции в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Испанские и ирландские премьер-министры направили письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой изучить действия Израиля в секторе Газа на предмет нарушения обязательств в сфере прав человека. Кроме того, министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок посетит Израиль, чтобы убедить премьер-министра Биньямина Нетаньяху не проводить операцию в городе Рафах, поскольку это может привести к гуманитарной катастрофе. Европейские и американские политики опасаются, что бои в Рафахе приведут к массовой гибели гражданских. В Германии собираются бороться с ультраправым экстремизмом. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер хочет усилить борьбу и представила пакет из 13 пунктов, как же это можно сделать. Мы хотим разгромить эти правоэкстремистские сети. Мы хотим лишь их доходов, отобрать у них оружие. В общем, мы хотим использовать все инструменты правового государства для защиты нашей демократии. Новое развитие событий за последний год вызывает беспокойство. Растет число событий, в которых участвуют более широкие сети, выходящие за рамки существующего правоэкстремистского спектра. В Иране за один день взорвались сразу 2 газопровода. Один из главных газопроводов страны – главная артерия, по которой природный газ поставляется в крупные города Ирана с заводов в Персидском заливе. Горит на юго-западе страны, предварительно без жертв. А также был второй взрыв на газопроводе поменьше. У нас был еще один взрыв в районе Сафа-Шахр в провинции Фарс, где спасатели сдерживают огонь. Подача газа прекратилась, на месте работают спасатели, и там, где необходимо, население обеспечивают сжиженным газом. Стихийное бедствие в Турции. На Золотом руднике на востоке Турции сошел оползень. Мэр города, возле которого это произошло, заявляет о 9 рабочих, что могут оставаться под землей. Но спасательные работы ведутся, и ситуация может измениться в любую минуту. Оползень произошел на высоте около 200 метров. Общий объем сползшей массы оценивается в 10 миллионов кубических метров. Эта масса продвинулась примерно на 800 метров со скоростью 10 метров в секунду. По первым данным, 9 рабочих, к сожалению, оказались в ловушке под массой. Наши спасательные работы продолжаются непрерывно. На данный момент в поисково-спасательных работах задействовано 820 человек, включая AFAD, жандармерию, солдат, полицию, шахтеров и сотрудников НПО, из которых только 339 поисково-спасательные группы. Рудник Эрзинджан попал в заголовки газет в связи с утечкой цианида еще в 2022 году, из-за чего тогда власти были вынуждены на короткое время остановить его работу. Как сообщается, после утечки цианида территория была очищена. Президент Турции в это время проводит визит в Египет. Событие не менее историческое, это первый визит за 12 лет именно в Египет. Что может говорить о нормализации отношений? В 2013 году Эрдоган осудил военный переворот в Египте, в результате чего возникло напряжение между двумя странами. Телескоп Джеймс Вебб к 14 февраля нашел в своих архивах космическую розу и подарил ее всем влюбленным в космос. Галактика на снимке непростая, она является результатом слияния 2 галактик, которые встретились 500 миллионов лет назад и до сих пор остаются вместе. На страничке телескопа появилось такое сообщение. В преддверии Valentine's Day вот подарок для вашего Валентина в виде космического цветка. НГЦ-3256 расположен на расстоянии 120 миллионов световых лет от нас, является результатом милой встречи 2 галактик, столкнувшихся 500 миллионов лет назад.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Не забывайте подписываться на наши каналы, это очень важно, потому что так YouTube видит, что это видео можно показывать всем остальным. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.